Меня зовут Мадина Мухтарказа, и сегодня я хочу вам показать мастер-класс по изготовлению вот таких вот пионов из материала изолон. Итак, начнем наш мастер-класс. Для начала я хочу рассказать немного о самом материале изолон. Изолон – это такой многофункциональный материал, используемый в строительстве для теплозвука-пароизоляции, подложки под ламинат и других напольных покрытий. Изолон нам нужен именно марки ППЭ. ППЭ расшифровывается как пенополиэтилен. Он продается у нас квадратными метрами. В ширину сам рулон идет 1,5 метра здесь, иногда бывает метр в ширину, и в толщину нам нужен именно для пионов 3 мм в толщину нужен он. Для одного цветка пиона нам хватит около 4 квадратных метров. Здесь я показала, как выглядят наши лепесточки. У нас 4 вида лепестков всего. И сверху написала, сколько штук каждого лепестка нам нужно на один пион. Так, по размерам первый у нас лепесток самый маленький. Он идет в ширину 20 сантиметров, а в длину около 30 сантиметров. Следующий лепесток у нас идет в ширину около 16 сантиметров, а в длину около 35 сантиметров. Следующий лепесток, в ширину он идет около 30 сантиметров, а в длину он около 40 сантиметров. Самый последний большой лепесток, он идет у нас в ширину 36 сантиметров, а в длину 45 сантиметров. И следующий у нас листик для пиона, и наверху у нас идет чашелистики. Это как бы снизу цветка, снизу бутона, закрывающие такие листики. Итак, обведем карандашом все шаблоны, которые нам нужны, и начнем вырезать. Я тут еще хочу показать еще один шаблон. Ну, можно сказать, это не шаблон. Можно вырезать его из остатков изолона, который у вас остался от вырезания шаблонов. Можно делать маленькие, большие такие кругляшки, форма круга, овала, можно сказать. И потом покажу, что можно из них еще сделать. Мы вырезали все шаблоны, которые у нас есть, теперь начнем придавать им форму. Придавать форму мы будем с помощью горячего воздуха, то есть в данном случае я использую газовую плиту. Просто держим наш шаблон над огнем примерно 10-15 сантиметров, чтобы наш материал немножко размягчился. И как только вы почувствуете, что он начинает плавиться, вы убираете с огня и начинаете придавать ему форму своими пальцами. Если вдруг не очень получится, вы можете обратно подержать над огнем еще немножко и еще раз попробовать сделать форму. Поначалу, пока вы не научитесь хорошо придавать форму, у вас из-за того, что вы, возможно, будете очень сильно давить на изолон в размягченном виде, у вас он может с легкостью порваться. Не переживайте, не расстраивайтесь, потому что у нас на практике такое было тоже в начале очень много. Эти самые маленькие лепесточки, которых всего 3 штуки, мы будем посередине выдавливать, только посередине выдавливать и придавать им такую форму. И, конечно, постарайтесь работать очень осторожно, потому что это как-никак огонь, и вы можете обжечь себе руки. Это у нас идет рабочая плита, то есть здесь у нас рабочая зона. Раньше, когда у меня не было этой зоны, я работала дома на своей плите. То есть я хочу сказать, что запаха такого сильного изолон, когда плавится, он
не имеет. Так что, если у вас нет рабочей зоны, можете на домашней кухне, на плите своей тоже делать его. Следующий вид лепестков у нас идет, их всего 5 штук. То же самое делаем. Сверху придерживаем одной рукой, а указательным пальцем другой руки выдавливаем посередине. Следующий вид лепестков, он идет у нас 7 штук. Теперь мы выдавливаем не только середину, но и с двух сторон. То есть получается у нас 3 полосочки выдавливаем. Только теперь надо, чтобы середина лепестка не доходила близко до огня, чтобы оно не расплавилось обратно и держала свою форму. Просто надо подержать над огнем сначала одну сторону лепестка, потом, как только вы выдавите эту сторону, потом подержать другую сторону. Здесь посмотрите, следующий лепесток я могу вот чуть-чуть по-другому сделать края его. Например, палец, указательный палец, который у меня сверху, то есть снизу лепестка стоит, его я выдавливаю снизу наверх, то есть я с двух сторон выдавливаю его. Одной рукой выдавливаю вниз, а другой рукой выдавливаю наверх. То есть у нас получается вот такой сгиб с краю лепестка. Здесь уже надо включать свою фантазию и делать, как вам удобно, как вы считаете красиво. Тут нет определенных правил, что надо вот так вот выдавливать или по-другому. Самый последний вид лепестков, у нас самые большие лепестки, их всего 13 штук. Делаем по той же технологии, как и предыдущие лепестки, тоже 3 полоски делаем и так далее.
Как я и говорила, надо немножко включить фантазию, например, не только фантазию, а смотреть на живые фотки пионов. Там они, вот эти лепесточки, у них идут немножко хаотичные. Что-то вовнутрь, что-то наружу смотрят лепесточки. Вот. И здесь я решила некоторые лепесточки тоже края сделать разные, что-то вовнутрь, а что-то наружу повернуть. Итак, мы закончили с лепесточками. Теперь перейдем к нижней части цветка самого, к чашелистику. Ставим середину чашелистика над огнем, держим немножко и выдавливаем середину. Как я говорила, надо осторожно давить на изолон, потому что он может с легкостью порваться. А теперь каждый листик по отдельности держим над огнем и выдавливаем середину. Потом кончик этого листика тоже отдельно держим над огнем, и он сам, как бы сам по себе выворачивается наружу, и мы только ручкой немножко помогаем его скрутиться немножко. А это у нас листик цветка, который по отдельности будет стоять, то есть на стебле он будет воткнут. То же самое держим над огнем и выдавливаем середину.
И самая последняя заготовка у нас идет вот эти кругляшки, которые мы вырезали. Из них мы сделаем своеобразные такие цветочки. Куда их поставим, я покажу уже в конце и объясню, для чего это. И эти круги можно вырезать также из остатков изолона, который мы делали шаблоны. Там могут остаться мелкие такие остатки, треугольники, и их можно вырезать в форму круга и сделать вот такие вот цветочки. Как вы заметили, у меня тут внизу изолон порвался. Я хочу отметить, что вот такие вещи могут происходить и с лепестками, а это не очень хорошо. Вот с таким кружочком для такого цветка это не так уж страшно, потому что мы можем приклеить его друг на друга, и снизу это не будет заметно. Здесь, получается, мы скручиваем изолон в центр, и сзади изолон в таком горячем виде, расплавленном, приклеиваем друг к другу. Итак, переходим на следующий этап работы, это этап покраски. Красим мы краской нитроэмаль производства, российского производства, Рошал называется. Почему нитроэмаль? Потому что эта краска быстро сохнет, во-вторых, она легко ложится, то есть не утяжеляет наши лепесточки. Тут, кажется, 1,7 литров. Этого вполне хватает нам на один цветок, и цвет белый. В белый цвет вы можете добавить любого цвета колер,
Я до этого использовала именно этот колер цвета фуксия, 10 номер, для розовых пионов. У меня были светло- и ярко-розовые пионы. Вы можете посмотреть их на фото. А сейчас я хочу покрасить наши пионы в такой шоколад цвет. То есть немножко вот добавить и получить цвет как кофе с молоком. Такой немножко бежевый цвет. И добавляем немножко растворителя, совсем немного, чтобы он не стал у вас слишком жидким. Конечно, для покраски я использую краскопульт обычный, который продается в строительном магазине. Он у меня фирмы Pit. Модель можете вот на коробке все написано посмотреть. Красим все равномерно, держа за уголок лепестка. Этот уголок можно оставить, не красить, потому что его не видно будет потом. Вот эти маленькие лепесточки можно покрасить сразу с обеих сторон и повесить. Как вы видите, я провожу покраску без перчатки, но я вам советую работать всегда при покраске в перчатках. Это очень удобно. И, конечно же, лучше всего проводить покраску на улице или в хорошо проветриваемом пространстве. Вот эти последние большие лепестки я не крашу сразу с двух сторон, сначала крашу одну сторону, потом вешаю на веревке, и она, пока я покрашу все вот эти лепестки, то, что я повесила, уже подсыхает. Потом, стоя, не снимая с веревки, я докрашиваю оставшиеся стороны лепестков, и все.